Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и в этом выпуске я подробнее расскажу про комплект электроники ARMV Pro, который мы использовали в нашем проекте PKP Bullpup. Конкретно наш комплект электроники ARMV из магазина Airsoft Store. Ссылочку на товар я заранее оставил в описании к видео. Для начала предлагаю разобраться со всем функционалом конкретно этого комплекта электроники. Ну и посмотрим, что может оказаться наиболее полезным в практическом плане для применения в АЕГах и в пулемете в частности. Итак, во-первых, как и любой ключ, ARMV защищает контактную группу от перегрева и выгорания. Этот функционал будет полезен тем, кто любит спамить одиночкой или короткими очередями, так как частые замыкания и размыкания контактной группы при высоких нагрузках вызывают искрение и приводят к перегреву. Кроме того, ключ отлично проводит ток, позволяя мотору работать в более эффективном режиме, тем самым увеличивая скорострельность и улучшая реакцию на спуск. Также электронный ключ защищает провод от короткого замыкания. В случае повреждения проводки или клина мотора ключ мгновенно отрубает подачу электричества, тем самым защищая как себя, так и аккумулятор. Это особенно актуально для литиевых аккумуляторов, которые из-за высокого тока могут оплавлять проводку и даже воспламеняться. Следующей полезной функцией является защита аккумулятора от переразряда. Ключ мониторит напряжение батареи и в случае просадки заряда ниже 10% дает сигнал, что пора заряжать аккумулятор. А в случае критического переразряда ключ отключает питание. В отличие от более простых ключей, ARMV Pro имеет функционал, который позволяет контролировать цикл выстрела. То есть ключ понимает положение шестерней, что дает возможность контролировать длину очереди, скорострельность, начинать стрельбу с предварительно взведенной пружиной или наоборот, завершать каждый выстрел с полностью расслабленной пружиной. Для наглядности приведем несколько понятных примеров из практики, зачем может пригодиться та или иная функция. Например, если вы играете легкими шарами и замечаете, что частенько противник не сознается от одиночного попадания, можете вместо одиночного огня установить режим очереди по 2-3 шара. Во-первых, это избавит вас от необходимости постоянно нажимать на спуск по 2-3 раза, а еще немного продлит срок службы контактной группы вашего привода. Если во время игры вам постоянно не хватает шаров из-за того, что механа улетает за пару-тройку нажатий на спуск, то можно уменьшить скорострельность вашего привода до нужного значения. Ну или опять же установить режим отсечки по несколько шаров. Если во время игры в CQB вы начинаете замечать, что привод реагирует на спуск недостаточно быстро и вы из-за этого проигрываете дуэли, то режим с предвзводом пружины поможет решить эту проблему, так как реакция на спуск станет гораздо быстрее. Если вы играете достаточно редко и после каждой игры постоянно забываете распрямить пружину одиночным выстрелом, то при хранении в сжатом состоянии пружина постепенно теряет жесткость и выхлоп вашего привода падает. Чтобы этого избежать, можно установить режим ключа, при котором каждый выстрел завершается полностью расправленной пружиной. Программирование ключа возможно двумя способами: с помощью специальной программы для ПК и USB адаптера, или в поле с помощью спуска и световой индикации на самом ключе. Инструкцию по программированию этого ключа тем или иным образом нет никакого смысла включать в это видео. Она объемная и подробная, ну и ее в случае необходимости всегда можно найти на сайте производителя. Тем более интерфейс программного обеспечения интуитивно понятный, и все основные настройки можно сделать даже без изучения инструкции. Нам показалось наиболее интересным показать функционал программного обеспечения, который позволяет анализировать работу вашего привода. Функционал ключа позволяет строить детальные графики просадки напряжения во время тестовых выстрелов. Анализ этих графиков может показать узкие места электрической части вашего привода. Например, можно вычислить недостаточную мощность или повреждение мотора, ну или диагностировать шумы, говорящие о качестве сборки гирбокса. В инструкции есть множество наглядных примеров, как должны выглядеть эти графики и как можно их интерпретировать. Установка электроники ключа ARMV отличается от установки всех известных нам ключей. Схема подключения очень простая. 2 силовых провода через ключ идут прямо на мотор. 2 управляющих провода на контактную группу. То есть любой, кто умеет держать в руках паяльник, может без проблем самостоятельно подключить этот ключ.
Какими функциями ключа наш пулеметчик пользуется на практике? В пулемете, помимо защитных функций, наиболее полезной оказалась возможность настроить нужную скорострельность вне зависимости от напряжения аккумулятора. А также полезными можно назвать контроль за положением шестерней и активный тормоз, которые улучшают реакцию на спуск и снижают нагрузку на гирбокс, продлевая срок службы внутрянки. В случае использования ключа в скорострельном автомате очень выгодно выглядит возможность настроить режим с отсечкой по несколько шаров, который даже при высокой скорострельности позволяет избежать перерасхода шаров. Еще хочется сказать о том, что отзывы от пользователей ключей ARMV в большинстве своем крайне положительные. Также отмечают, что разработчик оперативно помогает решать вопросы по установке. Все отзывы можете прочитать в группе производителя. Больше мне сказать про этот ключ нечего. Надеюсь, информация была для вас полезной и интересной. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!